Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Чем удивит вас судьба? Какие перемены вас ждут? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Вот сразу мне показывает, что для вас вот дом – это ваша крепость. Для вас очень важно и уют, и комфорт, да, вот та ситуация, когда приходишь домой и вкусно пахнет, тебя встречает любимая женщина, да. Для вас очень важна именно вот семейная домашняя атмосфера. Вы любите вообще вот в своей жизни, вы любите гармонию. Не просто вот гармонию души, а гармония и в работе, гармония в межличностных отношениях, гармония со всеми окружающими. Если вот где-то у вас этот баланс нарушается, вы себя не очень хорошо, так как-то даже, может быть, дискомфортно чувствуете в каком-то смысле. Вы человек, который, знаете, очень ценит также путешествия, да, у нас выпала карта путешествий, то есть, либо же вы любите куда-то ездить, в какие-то новые места, в какие-то страны, да, вы любите познавать, вы вообще такой по жизни человек любопытный, вам постоянно что-то интересно, нужно вот и туда, и сюда, да, вы любите заниматься, конечно же, саморазвитием. Это и видео пересматриваете, какие-то познавательные, да, это и, может быть, ну, читаете что-то, да, именно для своего личностного роста, для того, чтобы быть, ну так, всесторонне развитым человеком, с которым довольно интересно пообщаться в той же компании, да. Я вам скажу, что у вас есть черты характера, которыми, в принципе, вы можете смело гордиться. Это и пунктуальность, это постоянство. Вы очень любите во всем постоянство. Вы человек, который, ну, я бы сказала, что любите справедливость, да, вы к себе такой довольно требовательный и к другим. Вы, ну, я бы сказала, такой, наверное, даже чрезмерный аккуратист. Настолько вот вы любите и цените порядок, да, вот у кого-то это может даже доходить до педантичности. Все, каждая вещь должна лежать на своем месте. Вы любите, знаете, когда вот именно порядок, но порядок не до такой степени, что до фанатизма доходит, но тем не менее, если будет какой-то такой, знаете, ну, назовем это так, лишняя соринка где-то будет лежать, да, когда вы будете находиться не в настроении в этот момент, вы можете из этой соринки устроить, ну, такой небольшой скандальчик, да, ну, нагоняй такой своим окружающим. Ну, я сейчас, понятно, утрирую, ну, то есть вы поняли, что я имею в виду. Хотя, знаете, вот есть такие моменты в вашей жизни, что иногда вы себя вели, ну, особенно, я думаю, это было по молодости, вот, да, в дальние-дальние годы, когда вот была некоторая беспечность, да, вот были такие не совсем серьезные какие-то шаги в жизни. Напишите, у кого это проигрывается, да, вот напишите, что вы чудили. Может быть, влезали в какую-то не очень хорошую компанию. Может быть, куда-то, не знаю, там, ну, деньги вкладывали, ну, такие рискованные какие-то манипуляции были. Может быть, еще что-то, ну, то есть была некоторая беспечность, да, вот вы не думали о последствиях. Это сейчас уже вы немножко так повзрослели, остепенились, да. Сейчас уже вы будете больше обдумывать, прежде чем что-то совершить. Далее. Почему-то вот мне идет информация, что вы очень любите ночь. Вот именно ночь, как, ну, такое довольно позднее время суток, да, возможно, вы даже сова, да, вот как таковой. У вас как-то, как будто активность повышается вот именно в ночное время суток. Вы можете поздно ложиться спать, вы можете даже просто, ну, либо же фильм смотреть, там, книжку читать, все что угодно делаете ночью. Это даже, знаете, период, наверное, помечтать. Это период, когда вы можете подумать о чем-то таком.
о чем, ну, у вас просто банально нет времени днем, потому что у вас такой довольно подвижный образ жизни, и просто сидеть и думать там о каких-то своих делах насущных, о каких-то проблемах, да и просто поностальгировать, ну, я не вижу у вас на это времени. Далее, что еще мне покажут, какой вы? Я вот пока не вижу, единственное, что я не вижу в вашей жизни женщины. Давайте будем разбираться, что же происходит, почему нет женщины в вашей жизни, да, что за трэш такой. Ну, смотрите, в вашей жизни была когда-то женщина, мы не будем сильно глубоко копать, потому что это опять же общий расклад. Женщина, на которую вы злитесь до сих пор. Из-за нее, возможно, вы сейчас близко не подпускаете к себе других женщин. Есть такая некая обозленность на весь женский род. Но, тем не менее, как бы там ни было, вот все равно где-то там глубоко в душе вам хотелось бы, да, иметь пару, иметь любимую женщину. Но вот эта ваша недоверчивость и обозленность на женщин, вот она, это как, знаете, такой вот ваш такой якорь. Это как невидимая такая стена, которая не дает вам двигаться в направлении новых отношений. Да, вы можете знакомиться, вы можете флиртовать, вы можете там переписываться по интернету. То есть я не говорю, что вы монах. Нет, конечно же. Но вот именно слово «семья», а тем более слово «брак», ну, уже у вас, наверное, такую неприязнь вызывает, что ли. Далее, вы человек довольно экономный. Причем вот вы не любите даже вот когда в вашей семье, да, вы детей так учите, и не любите, когда рядом женщина с вами, ну, слишком так много транжирит на всякую чепуху денег. Поэтому вы стараетесь вообще так осаждать женщину, если вы видите, что она на какую-то чепуху тратит. Особенно если это халявные деньги, да, вот ей дали, и она пошла себе 101-е платьице купила, которое 300 лет ей не нужно, ну вот хочу и все. Но этого вы точно не любите. Простите, что-то подохрипло немножко, сегодня очень много разговаривала, поэтому хрипеть могу. Так, давайте-ка смотреть, чем же все-таки удивит вас судьба? Какие же перемены вас ожидают в жизни? Смотрите, у вас будет общение с каким-то человеком, опять же, у каждого это проиграется своя ситуация, это будет какое-то решение ваших то ли проблем, то ли это с работой будет связано. Но человек, возможно, даже, кстати, либо это компаньон, коллега, вот почему-то мне вот именно по работе идет информация. За этого человека вы, ну, готовы, ну, чуть ли не в огонь и в воду. Вот вы его чуть ли не другом близким считаете, не просто там коллегой каким-то, либо знакомым. Но человек, такой двуличный человек, который может ставить, ну, нож в спину, да, человек, который может подставить, довольно неискренне, и я думаю, вы почувствуете вот в ближайшее время, будет какой-то такой момент, что вы, ну, просто нутром почувствуете, что это он, что он не тот, за кого себя выдает. Вот далеко не тот. Это, ну, как волк в овечьей шкуре. Далее, смотрите, еще такой момент. Среди вас есть такие товарищи, у которых даже вот как бы это банально не звучало, но начнут сбываться ваши какие-то вот мечты. Ну, естественно, эти мечты, которые реалистичные, не так, что там слетать на Луну, допустим, послезавтра. Начнет сбываться вот именно то, чего вы очень сильно хотели, да, то, что вы загадывали, может быть, да, может быть, даже вы на Новый год, на прошлый Новый год загадывали это. То есть вы будете все ближе и ближе к вашей мечте. Далее, смотрите, вы познакомитесь с новой женщиной, она будет, ну, красотка, вот чем она вас возьмет сразу, так это красотой, ну, это 100%. Она настолько будет хороша, что вы даже сначала, наверное, опешите. Ну вот не может быть, да, вот, ну человек, ну как с картинки, вот просто кукла Барби, да.
и фигуристая, и все при ней, и красивая такая ухоженная, да, вот, и одетая как с иголочки. То есть в какую-то минуту вы, так знаете, застопоритесь немножко, и я бы сказала, даже, ну, реально опешите. У вас будет ступор, потому что вот что делать, да, будет ситуация, что вы можете с ней познакомиться, но вы не решитесь сразу это сделать. Вот какой-то период, да, я не говорю, что там день-два, может быть, какие-то там полчаса, там часок какой-то. Вы будете ходить и размышлять, что же делать, как же с ней познакомиться, как же взять ее в оборот. Ну уж слишком сильно она хороша, вот именно внешне она просто, ну, сразит вас наповал. Теперь смотрите, еще такой момент. Решится какая-то такая ваша ситуация, которая, ну, тяжелой ношей лежала у вас на плечах довольно долгий период. Опять же, это у каждого проиграется по-своему, потому что у вас у всех абсолютно разные ситуации. У кого-то это может быть там либо с бывшей женой, у кого-то это с детьми, да, какие-то проблемы могут решиться, у кого-то еще там какие-то финансовые моменты. Кому-то, может быть, долг даже отдадут. Поэтому, знаете, вот то, что вас очень сильно тяготило, вот решится. Причем как-то, как будто само по себе. Очень так легко и просто это все разрешится. Причем еще, смотрите, такой момент. Вы получите вот помощь. Давайте уточним, с чем это связано. Вы получите помощь, это могут быть даже кто-то из ваших близких. Допустим, если у кого-то из вас проигрывается, что проблемы с финансами, да, проблемы с какими-то, ну, такими вот именно материальными моментами, допустим, вы хотите купить что-то, но у вас немножко денежек не хватает, да, вот вам помогут близкие люди. Либо же это семья, либо же это какие-то ваши близкие друзья, приятели, они вам денежку тоже ну так, одолжат, скажем так, да. Так, еще смотрите, у вас какой-то такой начнется очень активный период, знаете, у вас будет очень много сюрпризов в жизни. Очень будет много таких каких-то неожиданных, очень, очень приятных моментов. Это будет и хорошее известие, это будет и вот даже какой-то привет из прошлого от человека, с которым вы давно не общались. Это может быть и старый знакомый, это у кого-то может быть старая там подружка, да, вот с которой когда-то у вас был роман, может быть. Вот она каким-то образом даст о себе знать. То есть у каждого это проиграется по-своему, но будет такое, знаете, теплое общение, теплые воспоминания какие-то, посиделки проиграются. Очень такой насыщенный период у вас будет, даже год может быть, да? Мы не берем именно вот прям год, но у кого-то может быть в течение года это даже проиграется. Так, что же еще? Давайте напоследок, чем еще? Ну вот смотрите, я хотела бы сделать акцент на то, что вот ближайший период, да, ну пусть там год возьмем, да, ближайший, он будет знаменоваться тем, что вот ваша личная жизнь именно пойдет вверх. Вот много разных событий будет, да? Но вот именно акцент я делаю на личной жизни, потому что вы вот как раз вот и встретите свою любовь, которую вы так хотели найти, да, это будет женщина, которая, наверное, вам и не снилась. Мы вот о ней только что говорили, да, что вот она такая красотка, которую вы будете бояться даже завоевать, подойти, познакомиться. Но все у вас получится, вы, естественно, решитесь, потому что, ну, вы будете не вы, если вы ее потеряете, да, вот такая тавтология немножко у меня получилась, но, знаете, как говорят, я не я, если я ее не добьюсь. Поэтому, смотрите, вот как-то особо мне идет такая теплая информация по поводу личной жизни. Вот именно устаканится то, что у вас самое наболевшее, самое такое, ну, беспокойное, наверное, для вас, да, вот то, о чем вы больше всего переживали, потому что, как я говорила в начале расклада, да, но есть некоторое такое недоверие к женщинам. Но вот после знакомства, которое произойдет обязательно в вашей жизни, вы
вы просто заметите, что ваша жизнь абсолютно поменялась. Ваша жизнь начнет играть совершенно другими красками. Вы это увидите, вы это почувствуете. Причем еще, знаете, у кого-то из вас может проиграться переезд. Но переезд это может быть даже с этой новой женщиной. У кого-то это в другой город, у кого-то в другую страну, да. Вот вплоть до того, может быть, что вот бросите все и просто переедете. Потому что, может быть, эта женщина, ну так, либо же это с бизнесом может быть связано, да, у нее, либо же родственники у нее там живут, и она пригласит вас, вот, да, поскольку будут отношения, она скажет, вот, дорогой, давай махнем, бросим все и переедем. Вот рискнем, да, рисковая такая дама. Ну и что еще я хочу вам сказать, ребят? Вот мне идет, знаете, такое, как небольшой совет от высших сил, да, совет от ваших предков, от ваших ушедших родственников, близких и родных, да. Прислушивайтесь побольше к своей интуиции. Вот особым таким вашим проводником будет ваша интуиция в дальнейшем. Вот Новый год, который у нас грядет, да, вы будете полны энергии, вы будете наполнены, знаете, как будто вот новыми какими-то ощущениями. Вы даже внутри будете чувствовать себя по-другому. И вот вам предки советуют, что, во-первых, слушай интуицию, да, во-вторых, не грузи себя слишком много, имеется в виду, что не накручивай себя. Вы любите себя периодически накрутить, да, там, где надо и где не надо. Не грузитесь, вот отпустите ситуацию, вот жизнь как идет, так и идет. Сложится, сложится, нет, значит нет. Не нужно самобичеванием заниматься, не нужно кого-то обвинять, да. Потому что даже, вот смотрите, если нам посылают, допустим, ну я общий пример возьму, если нам посылают в жизни какого-то человека и по какой-то причине с ним не складывается, ну значит так суждено, это не ваш человек, потому что ваш человек останется в вашей жизни. Поэтому отпустите ситуацию, не грузите себя, не нужно самоедством заниматься, не нужно делать из мухи слона. И все у вас сложится. У вас прекрасный год будет, у вас прекрасное время начинается. Поэтому выше нос. Всем желаю всего самого наилучшего, чтобы поскорее, конечно же, ваша жизнь заиграла новыми красками. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!